Ну вот фантазия не останавливается, очередной запуск, та же ими любимая золотистая пленка, но вот это что такое? Это якобы планета должна быть, и то ли это снег, то ли облачность, ну ни то не подходит, такая территория затянутая, на облака и не похожа, структура другая совсем. Вот, так что все продолжается. И вот почему отделяется вот таким образом. Они как бы должны лететь по орбите вокруг, а здесь то ли эта часть падает, то ли верхняя поднимается. Но ни здесь двигателей нет. То есть это вот эта часть, вот, разделяющаяся на орбите. Каким образом скорость придала себе передняя часть или как затормозилась вторая? Была информация по поводу, причем тут волосы. Я тоже не понимаю, при чем волосы. Я поэтому сказал, это видно должно быть являться доказательством нахождения в космосе в невесомости. Но там бы волосы просто двигались в разные стороны. Они стояли бы как антенны. Так что еще раз говорю, это не мое. Также по поводу воздуха. Откуда, мол, там воздух? Там же нет воздуха. Ну, также говорю, не мое. Первая миссия к Хабблу. Также была произведена коррекция орбиты, необходимой из-за потери высоты вследствие трения о воздух при движении в верхних слоях атмосферы. Ни ошибка, ни опечатка, логически законченное предложение. Что делалось? Коррекция орбиты. Она происходит на самой орбите. Не по пути к орбите, не вектор поправляли, а корректировали орбиту. Из-за чего? Вследствие трения о воздух. Так что еще раз говорю, это не мое. Я ничего не придумываю, лишь показываю вот эту фантастическую теорию с полетами в космос, о самом космосе. Далее тоже все это покажу. Появилась новая информация от Хаббла. Вот Хаббл сайт дает, что Хаббл обнаружил далекую древнюю галактику. Но расстояние, конечно, это невероятно. 13,4 миллиарда световых лет. Наверное, бургеров переели. А вот НАСА не согласились. Дают вот такую картинку. Но если сравнить то, что от Хаббла дается, красная клякса, вот. А здесь голубая спираль. Вот что я показываю. И это не мелочь. Это показатель того, что какие-то дилетанты вот это всю информацию навязывают людям. И здесь нельзя говорить, что может быть там не так, может так. Если вас обманут в заработной плате, так вы сами лично пересчитает каждый человек, а потом пойдет разбираться. Тут включится мышление, все нормально. Поймите, это такая же заработная плата, потому что люди за все это платят. Миллиарды на космические программы. Один космический скафандр стоит до 20 миллионов долларов. Вот что оплачивается. Также вот Хаббл был запущен в апреле 90-го года, а первая миссия была в декабре 93-го. Это 3 года и 8 месяцев. Опять же, вот они дают до ремонта. Вот такие фотографии делал Хаббл, а после ремонта вот такие. Значит, до 93-го года декабря можно выкинуть все фотографии. Или здесь врут, или те, кто давал те фотографии. Также хочу сразу сказать по поводу нагрева, охлаждения в космосе. Много информации, что там теплоотдачи нет, не остывает ничего, нагревается, они спасаются от жары невероятной. Но вот информация также полету к Хабблу, так как телескоп нагревался и остывал в течение прохождения вот этих смен ночь и день. Написано, нагревался и остывал. Значит, остывает. Кстати, на шаттле люки грузового отсека имеют по описанию радиаторы для того, чтобы остужать. Значит, есть теплоотдача. Здесь есть, там нет. Вот что я показываю. Все это дилетантство.
Также вот межпланетная станция Кассини. Это Сатурн. Кассини сфотографировал Землю. Вот. Сатурн газовый гигант. И вокруг него носится вот с такой скоростью. Вот там. Я и не запоминал даже, что там. Куски льда и всякого материала. Ну вот с какой скоростью носится, даже камера не способна зафиксировать какой-то отдельный объект. Картинка. Здесь также положение Солнца где-то внизу, вот отсвет на Сатурне, а вот планета, Земля. Если посмотреть такое положение, то невероятно получается, скажем вот так. Внизу Солнце от Сатурна, там Кассини находился, то Земля должна быть в этом районе. А расстояние от Сатурна до Солнца 1 миллиард 340 миллионов километров. Так что такого снимка не мог бы сделать Кассини. Тем более у него нет оборудования для этого. Он показывает разные картинки, фотографии, как им нравится. Про эти газовые гиганты пишут так. Давление в атмосферах газовых планет достигает высоких значений, достаточных для перехода водорода в жидкое состояние. Вот как нафантазировали. Да планета бы расплющила себя, хотя это не планета, это газовый пузырь. Что газ настолько плотный, и при таком давлении, что переходит в жидкое состояние водород. Вот о чем я говорю. Фантазеры. Без границ. Вот он Кассини, который это дело все фотографировал. Антенна, коробочки с научно-исследовательской аппаратурой. Двигатель. 3000, более 3000 литров топлива берет. Не написано, какого топлива, но куда его здесь налить? Пишут 6 метров высотой, 4 в диаметре, но с этими козырьками 4 будет. Двигатель. Топливный бак должен быть. Потом там стоит еще ядерный реактор для выработки энергии. Куда это все уместить? Тем более у Кассини нету здесь телескопа. Потому что вот такое на расстоянии 1,8 миллиона километров сделал снимок Кассини колец Сатурна. Нет у него оборудования. Чем он это делал? В описании, если бы был такой телескоп, было бы это обязательно. Но все написали как бы, но телескопа нет. Какой двигатель, какое топливо не написали. Если там присутствует жидкий кислород в этом, для этого двигателя, то это нереально. Так же, как и окислители. Кислород жидкий долго не хранится, даже в специальных контейнерах. Он улетучивается. Кассини, значит, полетел и сбросил на Титан такую пароварку. Это как бы зонд для изучения Титана. Титан, спутник. Исследование, проведенное аппаратом Voyager, показало наличие плотной и непрозрачной атмосферы. Плотной. Каким образом эта кастрюля тормозила? Двигателей нет. Сбросил он его, как они указывают, там уже скоростя, конечно, невероятные. Там 40 километров в секунду, 36. Да даже если на первой космической, 8 километров в секунду, он запульнул вот эту кастрюлю в Титан. Тот, наверное, не ожидал такого подарка. Да не долетит она, никакой посадки не будет. Плотные слои атмосферы. Ну, каким-то чудом, значит, этот зонд приземлился и сделал такую фотографию. Вот. Не видно, что там мороз, хотя указывают
Температура минус 170, минус 180 на поверхности Титана, при том, что атмосфера состоит из азота. Ну, тут бы все было покрыто белым. При такой температуре замерзло бы. Вот так вот. А вот здесь, если сравнить, ну, Кассини как бы он хоть что-то здесь понаделали, как бы создали вид такой. Но вот Voyager, который первый исследовал Сатурн, Титан, выглядит вот так. 3 радиоизотопных термоэлектрических генератора. 3 стоит здесь. Вот. Слабо верится во все это. Если увеличить, вот посмотреть, раскладные ножки от табуретки. Вот этот материал типа дермантин. Смотрел я снизу, тоже вся площадь закрыта дермантином. Вот это камеры. Не телескоп, здесь камера обыкновенная. Это инфракрасная камера. Антенна. Где вообще все? Как он летал? Каким образом он передвигался, маневрировал? Это Voyager. Теперь, что касается возврата на Землю. Что говорят специалисты? Я слушал с переводом, но также английскую дорожку. Сначала думал, что переводчик неправильно говорит. Нет, переводит правильно. Вот послушаем. Исторический триумф челноков заключается в его способности возвращаться в атмосферу Земли и достигать поверхности Земли с орбиты за 45 минут. 45 минут с орбиты. Ну, если взять орбиту Хаббл, ну, я взял среднее. Хаббл, МКС, не знаем, откуда возвращается. 500 километров. Специалисты говорят, 45 минут требуется до поверхности. 18 метров в секунду. То есть он должен преодолеть это расстояние за 18 секунд. Извиняюсь, не секунды, скорость. То есть скорость он должен держать 18 метров в секунду, чтобы пройти 500 километров за 45 минут. То есть они говорят, что при скорости 18 метров в секунду они летят к Земле. Ну, это специалисты или это опять же дилетанты? Куда они летают на таких скоростях? Да это можно отмечать на Земле сразу место гибели этого шаттла. Вот так же дальше вот. Чтобы сойти с орбиты, челноку необходимо включить гравитационную систему. Когда корабль уже развернулся, пилот включает маневренные двигатели на полную мощность. Маневренные двигатели — это не главные 3 двигателя, они не создают такой тяги. Чтобы затормозиться, ему придется долго их держать включенными, но тут момент в чем? Таким образом, корабль уходит... Если он двигаясь назад, вот здесь расположены маневренные двигатели, вот здесь один, вот здесь другой. Если он их включит, то тут появится сразу масса. Так как пока он летит, массы нет, невесомости. Как только появится сопротивление, появится масса. Что произойдет? Включив двигатели, двигаясь назад и включив двигатель, он начнет закручиваться, так как они не по центру. А центровать это невозможно. Они находятся выше продольной оси шаттла. Его начнет крутить, а чтобы себя выровнять, ему придется включить двигатели для позиционирования себя в пространстве. Там впереди есть, и вот сзади, на старых схемах сзади не было, потом появилось. Ну ладно. Но суть в том, что вот эти двигатели позиционирования в пространстве, они работать могут только до 150 секунд за один раз. Это максимальное время их работы. Также пытался найти связь этих двигателей спереди вот с этими. Что запитывает их, что дает газы, откуда они идут, ничего не нашел. Но даже это не важно. Включив эти 2 двигателя, он закрутится. Он не будет ровно тормозить. Слушаем дальше. С орбиты.
У команды остается 30 минут, пока они не столкнутся со стеной огня. Когда входишь в атмосферу, то двигаешься со скоростью от 25 тысяч до 18 тысяч миль в час. И когда От 25 тысяч до 18 тысяч миль в час. Это, говорит, астронавт, который летал. Это намного превышает первую космическую скорость. Вот так вот. Я думал, тоже ошибка. Проверил английскую дорожку. Нет, так и говорит, миль в час. Должно быть в районе 25 тысяч километров в час. Даже меньше. Но суть не в этом. Суть в том, что это, говорит, астронавт, летавший. замедляешься, словно проходишь через слои торта, снижается скорость и чувствуются слои атмосферы. Что ты чувствуешь, так это невыносимую жару. На высоте 122 тысячи метров Вход в плотные слои атмосферы на 120 километров, 122 пусть, как он сказал. Вот в таком положении. шаттл входит в атмосферу Земли. Он идет по касательной к Земле, скажем, да? Но он за 45 минут должен успеть достигнуть поверхности. Дело в том, что если он войдет в плотные слои атмосферы, как они говорят, под 40 градусов, угол атаки, то есть угол, заключенный между направлением набегающего потока и продольной осью. Вот здесь угол должен быть 40 градусов. У шаттла нет отдельного руля высоты. Эту роль исполняют элероны. То есть их надо поднять вверх, чтобы он поднял нос свой вверх. Но при такой конфигурации он своим крылом закрывает элероны. То есть вот здесь будет срыв потока. На элероны не будет давления воздуха, он не сможет так поднять. Единственный вариант — это войти под более-менее меньшим углом атаки, чтобы аэродинамические характеристики этого аппарата сохранились. Но тут, увы, эта скорость большая, поэтому они начали придумывать, что вот он брюшком тормозит воздух. Ну, с воздухом такие шутки не пройдут. Он его разберет на запчасти, вытащит космонавтов и все это начнет изучать. Не получится. Аэродинамика точная наука, там ошибки не должно быть. Поэтому аэродинамике можно доверять. Но в аэродинамике вот такого бреда никто не писал. Да еще на такой скорости. Ну, правда, они еще говорят, что он делает крен 70 градусов лево-право, делая змейку, чтобы еще как бы сбить скорость. Но это самоубийца так сделает, если он положит руль направления еще под поток воздуха. То есть там давление невероятное будет на этот аппарат. Тем более он же не сделан с какого-то специального металла, он с авиационного алюминия. И вот эта часть его корпуса практически вся, она слабая, так как здесь створки раздвигаются. Это не цельный корпус. Но это говорят специалисты. Носовая часть и дно челнока становится горячее расплавленной лавы. Да, он покрыт 35 тысяч пластинок, черные снизу, белые сверху, которые защищают от нагрева. Но они не придают прочности, они не улучшают его аэродинамические качества. Этого быть не может. И если взять также капсулу вот эту спускаемую, разницы нет, какой она формы. Есть такая, есть в виде конфеты трюфель. Но вся та же проблема. Если шаттл пытается как-то объяснить там маневрами затормозить, хотя это нереально, то как будет тормозить вот эта капсула? А воздух? Вот таким образом. Дело в том, что здесь создастся сразу пограничный слой. Площадь большая спереди, и воздух набегает под 90 градусов, ну пусть 80 градусов, не суть важно. Здесь пограничный слой, здесь давление очень сильное будет. Его начнет трясти, не то что трясти, его лихорадить так начнет, что он начнет разламываться. Но даже если этого не произойдет, его закрутит. Еще раз говорю, с воздухом шутки не проходят. Это аэродинамика. Здесь придумывать только можно. Вот что они и делают. Смотреть красиво, горит, как и шаттл. Но все остальное можно отмести в сторону. И если даже представить, что он, вот эта капсула, каким-то образом сможет произвести посадку, хотя, опять же, это невероятно. Парашюты не выдержат такого удара.
Здесь скоростя уже не километры в час, а километры в секунду. Вот. Но если даже пофантазировать, то те, кто там находится, в закрученном состоянии будут лететь до Земли. Да. После таких закрутасов они будут оставшуюся жизнь искать, где ноги, где руки. Ну, невероятно это все. Вот что я и показываю. То, что как вот эти дилетанты показывают возвращение на Землю. Невозможно возвращение. Вот именно так, как они показывают. Также появляются вопросы по поводу GPS-навигации, что, мол, как вот, есть же приборы, которые показывают GPS-навигаторы, да, местоположение. Есть такие заявления людей, что вот, я был в таком месте, что сотовая не работает, а навигатор работает. Значит, спутники есть. Вот приезжайте там куда-нибудь на Алтай, там, где нет связи, и попробуйте. Не буду долго задерживаться. Дело в том, что здесь разные частоты, разная длина волны для сотового телефона и для навигатора. Также вот покажу, что как и описывается. Основной принцип использования системы. Определение местоположения путем измерения момента времени приема. Здесь, кстати, если все это читать, ничего не сойдется. Ну, ладно. Вот. Первое, что вот ставится расчет, как найти AX. Вот он стоит здесь. Неизвестное трехмерное положение потребителя. Но тогда было написать, надо было бы x равняется, а потом расчет. Так нет, надо вставить сюда что-то неизвестное. И вот такого рода вот информация, она везде. Поэтому разобраться на самом деле тяжело. Это невозможно. Почему? Потому что этого нет. А еще раз говорю, это решето они пытаются как-то залепить. Здесь весь принцип получается в том, что спутник это односторонняя связь, как пишут. Не двухсторонняя, а односторонняя с GPS-приемником. Так как GPS-приемник он не способен послать на спутник сигнал. И что спутник посылает информацию какую? Время. Вот. А GPS-приемник по скорости сигнала определяет его расстояние. Также он посылает, да, время и... Как же он называется, это слово забыл. В общем, информацию о местоположении других спутников. То есть он знает уже, где другие находятся. Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении расстояния от антенны, то есть от потребителя, до спутника, положение которых известно с большой точностью. Каким образом спутник обнаружил свое положение? Если кто-то думает, что спутник знает свое положение, это ошибка. У него нет такого оборудования. То есть ему надо к чему-то привязаться, радиосигналом, потому что здесь телеметрия не способна, но затянет облачность, и все, он не увидит Землю, где он находится, он не поймет. То есть ему надо привязаться только радиосигналом. А если ему передают еще с Земли, где он находится, тогда вообще зачем он нужен? Так, на Земле можно это все сделать. В общем-то так это все и устроено. Все находится на поверхности Земли, а не на спутниках. Потому что в одном месте пишут, что спутник передает только время. Альманах это называется. Вот, альманах. То есть это сведения, где находятся другие спутники. Невероятно, да? Как он знает, где другие находятся. Тем более они крутятся, летают, они не стоят на месте. И вот передав, значит, в свое время расположение других спутников, GPS-навигатор вычисляет по расстоянию. Да, это возможно, так как они указывают, должно быть минимум 3 спутника. 2 уже не пойдет, потому что невозможно будет по 2 спутникам точно определить. Не то, что точно, а вообще где ты находишься. Круг можно рисовать вокруг спутника, в любом положении может быть GPS-приемник. А вот 3 надо, да, как бы по 3, измеряя расстояние, можно вывести свое положение. Только, опять же, в том случае, если спутник знает свое положение, но он этого не знает. Только то, что написано, что известно с большой точностью, противоречит. Вот так вот летают спутники. Расстояние. Так, сейчас покажу.
Вот красный вектор, это на спутник, ой, то есть это орбита, да, а вот сейчас появится на спутник. Вот. Если проследить за этим, то его расстояние постоянно изменяется. Вот этот спутник был здесь, пошел сюда, расстояние до поверхности изменяется. То есть, если здесь приемник стоит, расстояние будет постоянно меняться. Каким образом это все будет просчитываться? Дальше, значит, никто не говорит о том, что спутник должен показывать вот такую информацию. Как азимут, превышение. Такого спутник выдать не может. Он не знает, где находится приемник. Как он может выдать азимут? Ведь они же говорят, что только сигнал посылает. Время и положение других спутников. Односторонняя связь. Каким образом спутник определил миллионы GPS-приемников? Каким образом спутник определил, где кто находится? Никаким. Нет у него такой возможности. Здесь нужна двусторонняя связь. Только двухсторонняя. А ее нет. Не буду долго на этом задерживаться. Кому надо, сможет разобраться. А добить это все хочу вот такой информации. Это правительственный сайт, официальный Соединенных Штатов, так как они хозяева GPS. Правительственная информация. Что можно прочитать? Правительственные GPS спутники — это one-way beacons, то есть односторонние маяки, по-русски beacon, которые не могут прослеживать вас или что-либо на Земле. Не могут. Вот это правильная информация. Просто люди не хотят читать. Верят, опять скажу, этому ящику, где говорят очень много. Но вот хозяин этих спутников говорит, что они не могут отслеживать ни вас, ни что-либо на Земле. Но коммерческая возможность использования GPS devices — это не спутник, а именно вот GPS-приемник со связью или записью может помочь пользователю как бы отслеживать что-либо, начиная от машины, груз, люди, животные. То есть, если установить приемник где-либо, в машине или что-то, это дело отслеживается. И поэтому Верховный суд США в 2012 году, в январе, вынес постановление, что если кто-либо захочет поставить такое следящее устройство, он для начала должен получить ордер на это, разрешение. И еще раз говорю, не в состоянии. Вся эта система построена на... Так, это все, вот система Лоран и Дека, это все наземные системы. А конструкция GPS базируется частично на такой же наземно установленной радионавигационной системе. Также еще много есть информации на таких же официальных сайтах, где сразу начинается, что GPS, навигация привязана или является наземно базирующейся навигационной системой. Это Лоран и Дека. Просто раньше были аппараты большие. Не знаю, здесь нет фотографий. Когда использовалась вся эта система. А сейчас все это усовершенствовалось. Появились возможности, все это компактно. GPS-навигатор маленький по сравнению с тем, как раньше был. То есть это все дело улучшилось, уменьшилось в размерах. Но не с каких-то спутников идут. Иначе правительство США просто врет своей информацией. Вот так. Вот здесь, кстати, человек взял и запустил одно и то же приложение на двух телефонах. И вот эта вот информация, где дается номер спутника. И он взял, например, один спутник, там, 12-й, на одном смартфоне, на другом. И вот информация Azimuth Elevation, то есть она отличалась от одного и того же спутника. Потом 24 спутника навигационных. Есть такая информация, что номера вбиты до 32 с учетом запуска новых. Но здесь можно уже видеть 75-77.
Это виртуальный спутник. Все сигналы идут с Земли. Только с Земли. А вот с Земли определяется это намного легче. И это все дешевле и проще. Если, скажем, вот в этом углу находится вышка, и она знает свое местоположение, ну, то оборудование, которое стоит. Приемник здесь, зная свое местоположение и посылая сигнал, он определяет азимут и удаление до этого приемника. Вот это просто. Зачем засылать тогда засланцев туда, спутников? Миллиарды на это все тратится. Тут весь подвох в разности частот. Поэтому нельзя утверждать сразу. Сотовый не работает, а спутниковый работает. Значит, спутники летают. Это дилетантство. Верование в спутники, конечно, очень сильно. Ну вот со спутника показывают рассвет, заход. The second video is provided by the jet. На ускоренной Japanese Space роман. Agency. And shown И here вот is здесь the интересно moment происходит that рассвет creating и day and наступление night. темноты под разным углом. If Вот you так take notice, наступает the camera is рассвет в once этом again направлении. perfectly still. А вот Not a темнота nudge, наступает shake, вот так. bump, or shift in the И что я viewport, должен верить which in этому itself спутнику, seems который вот это completely передал? illogical, considering that this Ну, was может быть, supposed кто-то to have верит, been taken конечно, from a но weather satellite, просто driven in посмотреть. orbit in the vacuum and infinitude of space. Я думаю, и так все понятно. Что за спутники там летают? И не только с космосом происходят такие чудеса. Вот людей запутывают все. Метеориты, болиды, кто-то говорит. Здесь хорошо видно, что горит топливо. Ну, так горит только горючий материал. Сгорает, дымится. Кстати, в этот же день была показана воронка, и в ней лежит, значит, там сотни мелких кусочков, и все они горят. Не раскрасневшиеся, не раскаленные, а просто как горючий материал, какое-то дерево, пластик. Маленький огонек над каждым кусочком. Метеориты, болиды или все, что можно придумать. Так не будет гореть, ведь они горят, что... Ну тогда получается метеориты из дерева, там, из пластика состоят, из какого-то. То есть это нереально. Здесь, если посмотреть, вот это над Челябинском, 2 следа. Также над Перу. Но это он еще двигается, объект. Здесь уже прошло время, и расходятся эти клубы, а здесь он двигается. Точно так же, как и в Челябинске. Но это, скажем так, реальный объект. Но также потом показывают световое представление, подводя это под метеориты. Это нереальный объект. Это световое представление. Дальше покажу, что не только с метеоритами такое. Это Аргентина. Пожалуйста, виден луч хорошо. Вот пятно. Но это не метеорит. Также Аргентина. И хорошо виден луч. То есть в верхних слоях, там, где условия позволяют, этот луч проявляется частично. Тоже такое же. Комета с кодовым названием Си-2011Л4 рассекает ночное небо над американским городом Санта-Фе. Причем видно это невооруженным глазом. Эти уникальные кадры были сделаны 12 и 13 марта ученым Майклом Зейлером. 4 рассекает ночное небо над американским городом Санта-Фе. Причем видно это невооруженным глазом. Эти уникальные кадры были сделаны 12 и 13 марта ученым Майклом Зейлером. Ну, на этом пока остановлюсь. Дело в том, что время загрузки на YouTube занимает, обработка видео, это долго, поэтому лучше делать покороче.
Вот. А в следующей части уже можно забывать про этот космос, GPS-навигацию, как это все создается, такие же вот представления с кометами. Вот. И уже можно будет разобрать Солнечную систему, разобраться, то есть попробовать, и как состоит, как выглядит плоская Земля по всем признакам, на которые человек не хочет смотреть. Так что все в следующей части.